Всем привет! Что делать, если новогодняя и рождественская часть портфолио на стоках уже заполнена? Об этом поговорим в сегодняшнем дайджесте. В декабре особый интерес будут вызывать сюжеты, связанные с занимательной наукой, использованием масок в поездках и символами времени. Как всегда, не забывайте о разрешениях моделей и о релизах на собственность. И первая категория – это занимательная наука. Пользователям будут интересны изображения и видео, иллюстрирующие занимательные и творческие научные эксперименты в домашних условиях или в классе. Показывайте, как дети под присмотром взрослых проводят эксперименты дома с классическими вспениванием жидкостей, взрывами в колбах и прочим. Снимайте или изображайте учеников в школьной обстановке, изучающих робототехнику или электронику. Изображайте сцены, в которых люди рассматривают камни, минералы и другие геологические объекты в лабораториях и в естественной среде. Следующая категория – это поездки и маски. Пользователи все чаще ищут материалы о соблюдении мер предосторожности в поездках. Снимайте людей в масках в аэропортах, на железнодорожных станциях, автобусных остановках, в транспорте. Показывайте, как люди в масках заселяются в гостиницы и курортные отели, посещают рестораны и кафе под открытым небом. Снимайте пассажиров, которые используют маски в такси и совместно используемых автомобилях. Следующая категория – течение времени. Один из интересных аспектов человеческого мышления – восприятие времени. И нам предлагают подготовить материалы на эту тему. Снимайте ускоренные видео о том, как растут цветы, строятся здания, восходит и заходит солнце над силуэтом города и так далее. Сделайте подборку изображений людей в разном возрасте или покажите, как выглядят старые люди сейчас и как они выглядели в молодости. Делайте фотографии движущихся людей или животных с длинной выдержкой. А на этом все. Удачи вам на стоках и до новых встреч!